Сегодня я забрался на Халсопель, за Халсопели на Чернале, да, это называется? Да, поселок называется Чернале. Александр меня зовут. Меня зовут Андрей, очень приятно. Так, мы сразу же по локации немножко сориентируемся. Значит, у нас вот вид на Батуми, да, это река Чурохи, а здесь у нас мини-коттеджный поселок. Да, правильно я спозиционировал? Не мини-коттеджный поселок. Так. Сейчас у нас, учитывая третью стадию строительства, планируется 13 домов в поселке. 13. 13 Сейчас домов. поднято 3, получается, да? Сейчас 3 в завершающей стадии, они будут сданы в эксплуатацию до конца ноября, все 3. И 2 дома на стадии котлована. Сейчас залили подпорные стены, сделали гидроизоляцию, будем приступать к обратной засыпке и планировке участка. По дороге сразу скажу, то есть от нижней дороги, получается, которая находится внизу, ведет к Халсопели, мы поднимались около 9 минут сюда. То есть здесь у нас получается проселочно, но компенсируется это вот таким классным видом. В общем-то, вопрос у меня тогда в чем? 3 дома здесь, а где будут остальные? Сверху, потом подснимем участок, покажу. Мы, по сути, сейчас стоим на 3-й очереди строительства. Здесь будет 5 домов вдоль дороги, и, получается, 2 дома будут спускаться ниже. Так, 2 дома, получается, вот здесь, да, будут на этом спуске? А сколько общая площадь участка земельного? Площадь участка порядка 3000 квадратных метров. 3000 квадратов. Это именно 3-я часть. Первая и вторая 1500 квадратных метров. Сзади там уже ничего не будет за Сзади этим. уже ничего не будет. Теперь спрогнозируем, закроют ли дома, которые построятся вот здесь, дома, которые стоят уже сейчас здесь. Вид у нас не закроет. У нас, во-первых, подпорные стены на 2,5 метра от парковки. То есть дома первой серии подняты на 2,5 метра от парковки. Далее у нас идет дорога, спуск на этот участок отметки порядка 800 миллиметров. И также можно посмотреть, что весь участок идет под уклон в сторону Батуми. Ну да, подпорка второй очереди будет заливаться ниже, да, получается? Да. Я понял. Этот земельный участок сейчас в стадии перевода в строительную. Мы планируем закончить проектные работы до Нового года. Эти дома все проданы? Те, которые подняты? 3 поднятых домов продано 2 дома. Последний дом на продажу – это 1-й дом. Сейчас его продаем. Да, с цифрами сразу, пока прежде чем мы пойдем смотреть уже техническую часть, с цифрами сориентируемся. Площадь домов, стоимость. Дома 1-й серии, общая площадь с террасами и балконом 191 метр квадратный. По стоимости готовый дом стоит $228 тысяч. Сдан дом будет в эксплуатацию в ноябре. То есть вы купите не какой-то там незавершенный строительный этап, да, у вас будет готовый сданный дом в эксплуатацию. Так, 228 тысяч. 228 тысяч. В состоянии без ремонта? В состоянии без ремонта, стены будут оштукатурены. А ремонт вы как застройщик предлагаете? Мы предлагаем ремонт, мы сделали дизайн-проект. По нашему дизайн-проекту без мебели и техники ремонт будет стоить порядка $550 за квадратный метр. 550 умножаем примерно на 200, получается где-то около 110 тысяч. 110. Ну да. Я понял, хорошо. А если человек покупает дом на стадии непостроенного котлована, то есть где-то вот здесь, это будет дешевле? Да, конечно, здесь будет дешевле, но здесь мы еще не продаем, потому что мы не запроектировали. Мы продаем дома 2-й серии, 2 дома, там, где у нас сейчас залиты подпорные стены. Дома будут чуть больше 1-й серии, 201 квадратный метр. И сейчас цена на котловане $189 тысяч. 180, то есть разница в $30 тысяч. Разница между в $30 готовым... тысяч, да, и дом будет на 10 квадратных метров больше, немножко с другим фасадом, но самое в нем интересное, это большая лужайка перед домом. Я думаю, надо будет сверху подснять, посмотреть.
Получается, вот эти дома $1150 где-то за квадратный метр, Всё а верно. тот дом будет около 1000, ну, тот, что еще не построен. А если его сейчас начать строить, то сколько он будет строиться? Он будет строиться порядка 14 месяцев. Вот эти дома в прошлом сентябре только начинали земляные работы. То есть не было ни подпорных стен, ни фундаментов, ничего. То есть год. Да. Можем сейчас по Google фото у меня посмотреть. Я Общая вчера площадь поднимал. участка, напомню, какая? Общая площадь участка домов первой и второй серии ровно 300 квадратных метров. То 300 есть квадратных земля в собственности Какой участок дома, кстати, прилагается? 300 квадратных Да, метров. 300 квадратных квадратных метров. Да. То есть у каждого покупателя сотки. будет именно свои 3 сотки. Это Предметом сделки является строение и участок строение земли. и участок земли, да. Все участки отдельные, никаких там ипотек нет. Можно зайти в кадастровую карту и посмотреть. А дорогая здесь земля? Земля дорогая, особенно после того, как мы построили. Вокруг у всех соседей подорожало. Я понял. А Порядок примерно начинается от $100. от $100 100 теперь уже? долларов, То есть да. видовые участки на Холсапеле $100. Ну, я просто помню те времена, когда оно было еще и по 50. Эти времена прошли. Я понял. Здесь у нас будет общая дорога, да, насколько я понимаю? Да, здесь будет дорога с покрытием, типом покрытия еще не определились. Возможно, асфальт, возможно, это будет брусчатка. На въезде, там, где вот большой эвкалипт растет, можно подснять. Да, кстати, эвкалипты мне здесь прям понравились. Да, Понимаешь, через эвкалиптовую рощу. Можем пройти тогда сразу посмотреть по технической части, что из себя представляет, собственно, строение? Я хотел про въезд еще рассказать. да, что конечно. у нас Пока идем. там будет стоять шлагбаум, вся территория будет под видеонаблюдением. Так, То есть- я с той стороны облечу просто солнце, чтобы... Хорошо. Так, шлагбаум, видеонаблюдение. А сколько будет стоить обслуживать этот дом? И будет ли какая-то управляющая компания? Да, мы считали сейчас порядка $150 будет обслуживание домов. То есть это будет уборка общих зон. месяц? Да. $150 обслуживание дома в месяц. Так. Помимо этого мы планируем сделать на третьей Бассейны будут? очереди детскую площадку. Бассейны будут только индивидуальные. То есть у каждого дома можно запроектировать отдельно. Да. Он в эту стоимость не входит, но на каком-то Как пятачке опция. земли. А где его ставить бассейн, если... Бассейны, что касается домов второй серии, сейчас вот можно подснять сверху как раз подпорные стены. Там прям место под бассейн хорошо видно. Хорошо. Здесь будет асфальт, я так понимаю? Или что? Ну, по какому материалу? идем? Нет, мы сейчас идем, тут будет дом третьей серии практически. Да. А нет, как будет территория между домами? Чем она будет сделана? А между домами... что Покрытие, поверхность, не асфальт, а плитка, что? Вот такая брусчатка. Вот такая брусчатка. Мгм, хорошо. Так, вот как раз видно, получается, дома второй очереди. У них подпорные стены буквой «П» выходят, порядка 40-50 квадратных метров. Это будет лужайка перед домом, такая достаточно видовая. Да. Как опцию можно запросто здесь небольшой бассейн 2 на 2, 3 на 3 смонтировать в это место, и вы будете купаться вот с таким видом. Como éramos felices cuando andábamos así y estábamos contentos. Мгм, как вариант. Но через год. Но через... Нет, ремонт же еще тоже время займет. То есть фактически, если сейчас начинать, грубо говоря, вкладываться в строительство этого дома, то с учетом ремонта это, наверное, года 2. Ну, это если долгий ремонт. Можно успеть, например, если мы говорим про дом, который в продаже из первой очереди, можно успеть до Нового года въехать, встретить Новый год, если очень постараться. Соответственно, дома второй очереди можно успеть к Новому году 25 года въехать. Ну, если постараться, то да. Но просто нужно же учитывать и форс-мажор, да, и особенности, которые, что здесь никто никуда не торопится. И может некоторые материалы привезти не вовремя. Я У нас всю уже эту практику... есть опыт, да. То есть вот этот дом построен 12 месяцев назад, тут вообще ничего не было. И сразу же по технической части этого дома. То есть здесь у нас подпорная стена, да, получается? Да, подпорная стена. Какой бетон хотел используется на фундаментах и несущих конструкциях? рассказать. Бетон используем B25 Так, с добавкой гидроизоляции кальматрон.
Хорошо. Подпорные стены у нас, хотел немножко рассказать. Обычно в Грузии подпорные стены, если обращал внимание, просто идут закладные, да, и вода как бы стекает через эти трубы, они все такие немножко в ржавчине. Мы хотим Бывает такое, эстетически хороший вид, то есть у нас стены сделаны с гидроизоляцией. Это Кстати, гидроизоляция это что у нас, обмазочная? Да, обмазочная, двухкомпонентная турецкая гидроизоляция. Потом, можно вот здесь подснять. Да? Да. Потом у нас идет, получается, защитная мембрана. Далее внизу по периметру стен у нас уложена дренажная труба, завернутая, обернутая в геотекстиль, то есть перфорированная труба, обернутая в геотекстиль и в щебеночной обсыпке. На солнышко выйдем? Да, А то просто да. здесь немножко темно. Так. Дальше. Вся вода с участка разуклонкой направляет в сторону подпорных стен, по щебню спускается в дренажную трубу и выходит за пределы участка. То есть можно приехать в любой дождь, посмотреть на участке сухо, трубы подпорные, которые сейчас еще видно, благоустройство не закончили, по ним выходит вода с участков. Самая больная тема в Батуми у всех домов – это фасады. Здесь я, кстати, не видел этот материал, то есть что здесь сделано и как оно сделано. Сейчас расскажу. Почему он не будет течь? Вот самый главный вопрос. Смотрите, Он не будет течь? Он не будет течь, можно Почему? посмотреть. Во-первых, расскажу про материал. Так. Это получается экструдированный пенополистирол, ну, в простонародье можно сказать утеплитель пеноплекс толщиной 50 миллиметров. Это префаб изделие, то есть на фабрике клинкерная Вот эта плита, получается, это клинкер, который на что? Нанесен на? нанесен на утеплитель. Это панель 1200 на 600 миллиметров. Вот, панель не Как горит. они между собой соединяются? Между собой они соединяются. Можно посмотреть вот здесь как раз в торце за счет вот этого паза. То есть Так. тут, во-первых, правильная затирка используется. Но даже если какая-то влага зайдет, подняться вверх по этому пазу и дойти до фасада, ну, За практически, счет вот этого, да? практически нереально, да, за счет этого паз-гребня. И далее она уже, клинкерная плитка затирается на объекте. Ясно. Следующий вопрос, собственно, как выполнены несущие конструкции в доме и какое заполнение внешних стен. Несущая конструкция. Можем это сразу Да, тоже да. посмотреть на месте, да? Пойдем? Тут уже штукатурено. Несущие конструкции мы не увидим, но Вот я увидел, просто заметил, это для меня достаточно необычно в Грузии, обычный кирпич. Я его практически нигде не встречал. да, это полнотелый кирпич. Почему он здесь? На первом этаже, Выйдем на свет немножко, да? Ага. Давайте мы будем. да, Нет, на свету? уже. Вот и он, да. Так, внешние стены тоже из этого кирпича выполнены? Нет, внешние стены по всему периметру дома выполнены из газоблока. Это газоблок Ютонг плотностью 500 килограмм на кубометр. Газоблок мы покупаем в Тбилиси. В чем смысл использовать его, а не обычный шлакоблок, которым пользуются? В общем-то, насколько он дороже, да, и в чем его смысл? Да, он дороже порядка, если в абсолютных величинах смотреть, вернее, в относительных, порядка 50 миллиметров, 50 миллиметров, 50%. Так. Вот. Во-первых, это его геометрия. Во-вторых, качество самого материала, то есть его теплоэффективность, так как достаточно большие будут траты там, и на охлаждение, и на нагрев дома. То есть дом будет теплоэффективный, держать тепло, держать холод. Так как я уже сказал, это геометрия, то есть блоки пилятся немецким станком, они очень ровные, пойдет меньше расход штукатурки, меньше расход строительных материалов при отделке. Также за счет того, что шлакоблоки у нас, они полые, может быть, все сталкивались, как сложно там условно телевизор прикрепить к этому полому шлакоблоку, что все выпадает от перфоратора и так далее. Это у нас полнотелые блоки газобетонные. Это у нас получается, ну, это стандартная планировка коттеджа, то есть здесь гостиная, кухня, да, я так Да, понимаю? здесь кухня-гостиная с выходом на такой небольшой французский балкон. И следующий вопрос, какие стеклопакеты вы использовали, почему? И где-то я их уже видел, а видел я их, вспомнил я где, на Квариате, по-моему, мы ездили, сейчас я проскочу сюда. Да, я видел их, по-моему, на Квариате, на Бристоле. И еще много, где-то еще. Их я видел, по-моему, в Гуру, если я не ошибаюсь. Тоже они же были. Посмотрите. Сколько камер? Это однокамерные стеклопакеты. Почему так всего одна камера? Для человека, допустим, с Урала же, да, ты? Да, я с Урала. Однокамерный стеклопакет звучит очень Потому что спорно.
надо смотреть климатическую зону. Да, есть специальные сайты, где можно открыть климатическая зона, средняя годовая температура, минимальная температура и смотреть, какая ограждающая конструкция будет для вас оптимальна. Для Батуми 2 камеры это избыточно. Alejándose de mi alma, se fue, hasta llegar al olvido. Se fue, llevando en sí mi vida. Se fue, dejando mi alma rota. Прям вот не надо. Ну, если у вас есть много лишних денег и вы хотите похвастаться перед друзьями двухкамерными, наверное, да, но смысла я особого не вижу в двухкамерных стеклопакетах. А 2 камеры с каких минусовых температур начинают быть адекватны? Минус 10, минус 15 градусов. Ну, это экстремально для Батуми температура, она может быть, но, наверное, раз в несколько лет. Окей, согласен. Все конструкции светопрозрачные у нас из алюминиевого профиля, турецкий профиль, переработчик профиля находится в Тбилиси, заказывали это все там. Понятно. Чем будет отапливаться этот замечательный дом? Дом будет отапливаться газом. Сейчас Здесь уже у нас газовые трубы, по они умолчанию терраса здесь заканчивается, то есть здесь будет балкон. Да, здесь это будет маленький балкончик стеклянное первого ограждение. этажа и небольшой балкон на втором этаже такой же. Этот балкон будет, по сути, над вашей парковочной большой зоной расположен. Ага. Парковаться, по сути, здесь. Да, то есть конец участка от балкона порядка 6 метров. Все, я понял, хорошо. Пройдем внутрь тогда, наверное. Терраса, я так понимаю, что будет на самом верху, то есть она запланирована верхняя. Да, Марк, правильно понимаю? Ну, можно туда пройти просто сейчас тоже посмотреть. А разводка электрики, я вижу, здесь уже сделана. Она входит в стоимость? Разводка электрики не входит в стоимость. Этот дом, третий дом уже продан. Здесь Это вы ремонт уже делаете тому, кто у вас его заказал, по сути? Да. Хотел показать еще помещение под лестницей. Так. Да, здесь мы сразу предусмотрели... Клозет? Нет, так это называемый. не клозет. Клозет – это чулан. Ну, не совсем чулан, котельная. В русском языке просто его еще как туалет используют, но клозет вообще это чулан. Ну, мы планировали это помещение как котельная. Да, чем топиться То будет? есть здесь у нас сразу заведена вода, в этом помещении заведена канализация. Так. То есть по нашему плану здесь будут все коллекторы теплых полов, батарей, котел. Газ здесь есть, то есть, газ да, по сути? уже заведен, да. То есть мы трубу газа... А в стоимость оплаченный газ входит в стоимость коттеджа? Нет, когда при покупке коттеджа человек пойдет в Сокарт, напишет заявление, заплатит 1200 лари, заключит договор и смонтирует газовый счетчик, установит. Ну, сами трубы, они заведены? Они уже заведены в дом, да. Можно и снаружи посмотреть. То есть газ тут есть, это хорошо. Внутри. Окей. Так, вариант, который предполагает вот за 228 тысяч долларов, значит, что будет внутри без ремонта, что мы предполагаем будет? Это будет, по сути, черный каркас, но бонусом будет выполнена штукатурка. Цементная штукатурка. Внешних стен. Под правило? Конечно. Нет, просто я иногда беру правило и там... Нет, у нас будет под правило. Ага, хорошо. У нас и так по геометрии стены достаточно ровные за счет газоблока. Сколько площадь основания этажа? 70 квадратных метров. Это с учетом балконов? Нет. 70 закрытые только? Да, 70 это... То есть, если мы считаем, что здесь как будто 3 этажа, то тут даже не 190, а аж 210. Ну, мы же выкидываем площадь перегородок. Какие вы щедрые люди. Никто не выкидывает, а вы выкидываете. Хорошо. Так, площадь основания 70 на 3, 210. Получается, балконов здесь, наверное, квадратов сколько? 4 плюс 4, 8. Ну, получается 130 закрытой площади. А, нет, там же наверху тоже еще закрыто. Наверху есть часть. Сколько примерно? У нас получается этот дом 132 квадратных метра закрытой площади. Так. Площадь всех террас и балконов 59 квадратных метров. Общая площадь
191. Сколько тут по умолчанию спален планируется? По умолчанию планируется 3 спальни. Мы сейчас Так, мы в одной из них, да, да, сейчас? мы находимся в хозяйской спальне. А хозяйская Здесь спальня сколько опционально- метров? 12 это? Нет, я думаю, она 14. побольше. Здесь опционально выполнена перегородка, то есть здесь планируется гардеробная зона. В другой дом мы можем заглянуть. Нет, этой гардеробная перегородки это нет. уже, наверное, под И 20. достаточно большая. Нет, она больше 20 метров, да, больше 20 метров. Я понял. Но Также если что, можно просто ее убрать, как бы, да, и Да, мы оставить. можем зайти в первый дом, там этой перегородки нет. Так, пройдем чуть дальше. Да, конечно. Это, ну, та планировка, условно говоря, которая по умолчанию поставляется в эту сумму. По желанию можно по своему дизайн-проекту распланировать несколько иначе. Правильно я понимаю? Это у нас он. Просторный, с окошечком. Да, конечно. Так, и 2 спальни. И 2 спальни. да. Так, внизу получается 1 комната, здесь у нас 3 комнаты и что-то еще наверху, да? Наверху помещение, Пойдем? скажем, свободного. Ближе к свету. Да, я Помещение. думаю, по окнам показать еще. Ну, да, как вы его запланировали? Для чего оно, по вашему мнению, нужно? Помещение свободного назначения под что будет использоваться? Можно использовать как летнюю кухню, поднять туда коммуникации. Вы можете что-то приготовить и выйти на террасу. Мы сейчас находимся в 3-м доме. Тут не типовая планировка. Ну здесь теоретически можно еще 2 комнаты сделать. Здесь просто Кабинет? при покупке этого дома собственник попросил добавить помещение на 3-м этаже. Мы внесли изменения в проект, все согласовали. И за небольшую, скажем, доплату появилось еще 2 комнаты на 3-м этаже. А по умолчанию здесь было бы По терраса. умолчанию здесь был только выход на кровлю и Да. большая терраса, так же, как на 1-м и 2-м доме. Но по желанию он добавил еще 2 комнаты. И получилось у него 5-6 комнат. И Да, 7-я и площадь этого кухня-гостиная. дома уже больше 200 метров. Ну за счет вот этих добавленных. Ну да, может быть, такая большая терраса и не нужна. Потому что здесь получилось, что у нас осталась терраса где-то квадратов, наверное, на 30, Нет, на 25. общая площадь не изменилась, я имею в виду закрытая площадь. Я и говорю, больше 50 открытая метров, площадь да, осталась. да. Ну сколько Открытая, здесь, 20-25 осталось? Да, порядка 25. Ну вот мы можем посмотреть, что вот как оно здесь выглядит здесь и как оно сейчас выглядит вот здесь. То есть по умолчанию оно вот так. А вы, получается, расширили границу вот этого и сделали. Да, то есть, по сути, третий этаж довели до конца дома. Ну, в принципе, логично, если нужно больше площадей, почему нет? Хорошо. Что еще можно рассказать про материалы, использованные в этом доме? Какие-нибудь инновации? Инновации. Ну, для грузинского рынка, возможно, это инновации. Мы сейчас находимся на террасе. Кто сталкивался с эксплуатируемыми кровлями, террасами в Грузии, понимает, насколько проблемное это место. Ну, тут на самом деле можно поспорить, потому что в Тбилиси, допустим, в большей степени используются технологические решения, которых, допустим, много у кого ботами нету. То есть Тбилиси в этом отношении шагнул подальше. Не, я про Тбилиси не говорю, я говорю про Батуми, да, про эксплуатируемые кровли, террасы и про намокающие Здесь стены. у нас что получается? Подшито чем? Алюмкомпозитом. Композитом. Хорошо. Самая большая... Да, самая большая проблема — гидроизоляция. О, да. Здесь выполнена гидроизоляция понятная, то есть это наплавляемая технониколь. Сначала обработка жидкой гидроизоляции праймером, далее идет технониколь, потом у нас идет Можно стяжка. на солнышко немножко Да, выйти, да, чтобы да, не в темноте стоять? Идет стяжка с разуклонкой и уже финишное покрытие. Финишное покрытие Так, вот у нас керамогранитное. получается, дождь собирается вот сюда, да? Да. И уходит. Затирку мы выполняем не обычную, скажем, бытовую. Это двухкомпонентная эпоксидная затирка мопей. Она является дополнительным слоем гидроизолирующим, условно говоря. То есть это первое, с чем встречается вода. Но дожди здесь такие, что тут и 3 слоя гидроизоляции будут не лишними. Да, Так, хорошо. Помимо этого гидроизоляция у нас поднимается на вертикальные конструкции, то есть она заведена на 500 миллиметров на стену. У вас не будет намокания с кровли внутрь. Хорошо. А что, в чем, грубо говоря, экономическая целесообразность покупки такого дома? Для жизни или все-таки для сдачи? Не, мы рассматриваем эти дома только для жизни. Потому что достаточно большая удаленность от моря, скажем, именно если я говорю для туристов. Сколько отсюда до Батуми? Отсюда до Батуми я живу на Новом бульваре, у меня получается 15-17 минут, если нет пробок.
При пробках, ну, может быть, 25-30 минут максимум. 25-30 минут. Ну, ты же засекал, у тебя получилось 9 минут. 9 это мы с нижней дороги Это поднимались, с нижней да. дороги. Ну, То есть, до метро-сити еще там максимум 10 минут. по поводу дороги. Та дорога, по которой мы поднимались, это, по сути, у нас бетонка идет большей Да, частью. это будет бетонка. После завершения всех работ мы эту бетонку, скажем, отремонтируем, чтобы дорога была хорошая. А все, что мы сейчас проговорили, можно записать в договоре купли-продажи? Да. В том числе все обязательства застройщика? По дороге без проблем. По И дороге очень важный вопрос, какие видеонаблюдение, гарантийные обязательства застройщик берет на себя в процессе, ну, то есть дом построился, Так. дом продался, человек в него заехал, у него неожиданно где-то потекло. без проблем. Сколько лет гарантии? И на что? 5 лет гарантии на гидроизоляцию мы даем. Без проблем. Гидроизоляцию, 5 лет гарантии, а на все остальное, на несущие конструкции? Ну, на несущей конструкции, я думаю, 5 лет, но на самом деле монолит 100 лет простоит. Сколько срок жизни вообще дают у этих домов? Порядка 100 лет. Порядка 100 лет. То есть Если можно... мы не берем какие-то элементы отделки, а именно несущие конструкции, то да. Я понял. Хорошо. Может быть, что-то от себя хочется добавить? Лучше на вопросы отвечу. Окей, ну, в принципе, я узнал все, что хотел. То есть у нас получается суть: 3 сотки земли, дом 190 квадратных метров, из которого можно сделать там 200 с лишним, да, квадратных метров. Нет, 200 с лишним из него не получится. Он Ну. 190 метров, а закрытой площади 132. Можно сделать закрытой 150, а 190 ты уже не увеличишь. Да, извиняюсь. Уже дом есть. По цене здесь получается, грубо говоря, около $1000, если мы говорим про стройку, которая только начинается, и 1150 простройка, это терраса, как Это всегда, входит. Не $1000, это $950, даже чуть меньше. Даже Если мы говорим про 3-й и 4-е дома, вот сверху как раз и хорошо видно. Так, ну вот отсюда можно посмотреть, что у нас идет скос на участке, и получается у нас не будет закрываться. А сколько этажей будут дома вот на этой очереди? Дома планируются двухэтажные, то есть не будет выхода на кровлю, как здесь, 3-го этажа. Будут дома двухэтажные с террасами на 2-м этаже. Они будут ниже этих домов на 3 метра, и плюс они будут... А они будут дешевле за счет меньшей площади? Да, мы планируем дома 3-й очереди сделать площадью 140-150 квадратных метров. Соответственно, по стоимости планируем вписаться в $150 тысяч. $150 тысяч. Но они еще пока на стадии проектирования. Да, я понял. А земля здесь уже переведена, насколько я понимаю. Земля сейчас оформляется в строительную. Она уже переведена, оформлена. Тут же какая процедура? Сначала надо ее правильно оформить, потом перевести разделить. в строительную, потом уже ее размежевать. И Вот сейчас предметом сделки что является? предмет сделки по первому дому. Это Да. получается прям готовый объект строительства, который уже введен Свидетельство в эксплуатацию. юстиции. Да, да. Так. Если мы говорим дома второй очереди, там, где сейчас делаем подпорные стены, то есть это будет предварительный договор. Через год эти дома вводятся в эксплуатацию. Также идем в Дом юстиции и уже все оформляем. А есть Каждый рассрочка участок- на непостроенные дома? Да, конечно. На дома в процессе строительства беспроцентная рассрочка до конца строительства. То есть на год 30% аванса и далее равными платежами до конца строительства. Ну, да, в принципе, логично. Стандартная схема. Да? Так, что-то мы еще по первому дому говорили. Вроде все. Ну, что первый с документами, да и мне все понятно. В целом, мне все понятно. Если что-то хочется добавить от себя, я с удовольствием узнаю что-то новое. Да, я хотел бы, чтобы сверху еще подсняли, показали какую-то... Я на дроне полетаю, да, я думаю, что здесь все будет. Окей, все понятно. Большое спасибо. До встречи на море. Увидимся.